Всем огромный привет, дорогие друзья! И сегодня с вами Анжелика на моем рукодельном канале. Я уже за вами очень-очень соскучилась. Прошло уже очень много времени с того момента, когда я снимала последнее видео. И заранее прошу прощения, что немножко выпала я. Наконец-то взялась за съемку видео. Но так сложились обстоятельства, что нам повезло отдохнуть. Мы ездили на море. И когда я уже приехала с моря, немножко не могу войти в колею. Небольшое объявление для девчонок, кто из Харькова. Кто хочет попасть на встречу вышивальщиц, приходите, пожалуйста, в субботу, 7 числа, напротив Хатоба, возле зеркальной струи, на скамеечке, в тенечке на 3 часа. Мы с вами встретимся, пообщаемся. Как раз в это время будет проходить в Хатобе в выставочном зале «Бузок» Нова Слобода. Будет выставлять все свои работы, картины. Я думаю, нам будет очень интересно попасть и туда, и вместе пообщаться. Приносите все свои работы отшитые. Еще раз повторяю, девчонки, все, кто с Харькова, харьковчанки, приглашаю рукодельниц всех, кто желает попасть на встречу вышивальщиц, в субботу 7 числа напротив Хатоба, возле зеркальной струи, на скамеечке, в тенечке, в 3 часа дня мы вас ждем с моей подружкой Танюшей. Всех ждем с нетерпением. Приходите, пожалуйста. Ну, хочу вам показать за это время, сколько же у меня было вышито. И в принципе, вы перед собой видите все те работы, над которыми я работала. А то, что более подробнее, я сейчас вам все покажу. И, пожалуй, я начну. Сейчас это все отложу в стороночку. И начну я с розы Дана. Это мой процесс, над которым я работала более всего активнее. Вот, сейчас моя изнаночка. Вот такие вот мои продвижения. Посмотрите, что я уже навышивала. И вышиваю сейчас самое вкусное. Вот эти вот розочки, к которым я всегда стремилась, к которым хотела побыстрее добраться. И наконец-то я к ним добралась. Вот они. И вот такой вот результат получился. Посмотрите поближе. Это самая моя... Ой, прошу прощения. Это самая моя такая любимая работа на данный момент. Потому что это отдыхалочка. Я сильно с ней не напрягаюсь, естественно, по нанесенному рисунку. И здесь вышивается все очень-очень просто. И я вижу, проявляются эти розы. Вырисовывается эта шикарная картина, этот сюжет. И я им любуюсь. Я говорила, что я эту картину продвигаю на финиш. Это первый, наверное, будет претендент на финиш на данный момент. Хотя здесь еще вышивать и вышивать. Процентов 45 так точно. Ну, 40, наверное, может не 45, но процентов 40. Потому что вся эта часть, мне еще над ней работать и работать. Но я же говорю, что сам процесс движется очень быстро.
то есть как бы вышиваю ее любя, поэтому я думаю, скоро-скоро, хотя мне всегда так кажется, что в следующем месяце, еще пару неделек над ней поработаю. Это все такая иллюзия, но все равно я вижу, продвижение есть. И вы тоже посмотрите, сколько у меня было. Вот сколько было и сколько она вышивалась. Вот мой любимый процесс. Розы получаются очень шикарные. Я еще не бэкала. Бэкстич у меня немножечко начала вот здесь в уголочке вышивать, так как я его не очень люблю. Ну, а самый такой бэк-стич будет впереди, на розах. Ну, это все впереди. Мне еще надо крестиком сначала все зашить, а потом будем уже говорить о бэкстиче. Вот такая вот получается у меня работа. Я любуюсь вместе с вами. Такая вот красота. Вот. Ну что здесь еще показывать? Это то, что у меня навышивалось за этот период времени. Не спеша, не торопясь, потихоньку мои розы Дана. Следующее, что я еще вышивала. Вышивалась на отдыхе. У меня вышились. Брала с собой вот такие вот грибочки на пластике. Тоже такой дорожный процесс. Без всяких заморочек. Очень легко и просто. И вышила я вот такой вот гриб. Белый гриб. Боровичок. Вот он на картинке. И вот сразу я вижу, что я торопилась, видимо, и немножко не довышивала бэкстич. Вот на ножке совсем чуть-чуть, и вот здесь. Ну, это, девочки, у меня такое бывает. Я вижу финиш, быстро-быстро. Вот он такой чудесный грибок. И два у меня уже готовые. Я их уже даже оформила, видите? Все зашила фетром сзади. И вот такая красота. Этот гриб у меня вышелся буквально за 2 вечера. Без особого напряга. Вышло очень-очень интересно, очень быстро. И остался мне самый такой веселый гриб, самый красивый, мухоморчик. Я его тоже оставила на сладенькое. Ну, пока я его не буду вышивать, а вот как соскучусь, как рука потянется, и я тогда уже финиширую с этим грибочком, и весь этот процесс по жар-птице, по магнитам с грибами у меня будет окончен. Конечно, я их уже хочу видеть у себя на холодильнике. Хотя эти уже могу приспособить. Тут наклеить магнит и все. Я, скорее всего, что так и сделаю. И вот такие вот тут у меня результаты. То, что по грибочкам. Вот. Видите, приятно. Маленький финиш, но приятно. Вот я периодически берусь за пластик. Ну, мне необходимо так переключиться, повышивать на пластике. И следующий процесс, это вот такой вот я вышивала овен, ягодный ликер. И что же у меня получилось в результате, что она вышивалась? Она вышивала я вот сколько. Вот такой вот результат. Посмотрите. Уже видно, что здесь уже есть на что посмотреть. Ягодки мои любимые в отшиве. Вот сколько получилось. Немножко мне осталось еще поработать, чтобы вышить вот эти вот
маленькие 3 ягодки вот здесь. И вот 4-я часть этого сюжета у меня уже готова. Как я вышиваю по схеме, то у меня 2 листа схемы согнуты пополам. И вот уже практически 1 лист я уже дошиваю. Здесь совсем чуть-чуть осталось. Невероятно приятный процесс в отшиве. Во-первых, это равномерка, это определенный такой вот какой-то, не знаю, шарм вышивки. Я же вышиваю и китайские наборы, и Dimensions, и Lanart у меня есть. Ну, в общем, разных производителей, поэтому каждый по-своему мне приносит свое удовольствие, каждый процесс по-своему интересен, разные ощущения, разные ниточки, разная канва. Вот, ну, этот процесс, конечно, такой очень нежный, в то же время такой он и яркий, и сладкий, и вкусный, и по виду, и в отшиве тоже. Вот, смотрите, какая получается красота. Очень большое удовольствие я испытываю при отшиве. Вот, впереди у меня еще стаканчик. Я вот скоро, наверное, и на стакан перейду параллельно вышивать. Ну, в общем, пока над ягодками работаю. Я же говорила, что в отшиве очень я люблю ягодки. Мне это очень нравится. Ну, в общем, такой вот ягодный ликер получается у меня. Такой процесс прекрасный. Очень я им довольна. И хотелось бы тоже его продвигать к финишу. Ну, я не буду спешить, потому что не хочу над ним спешить. И это все только сугубо в удовольствие. Беру, вышиваю. Сколько есть, столько и есть. Когда выщется, тогда и выщется. Ну, а вообще результатом я, конечно, довольна. Этот процесс у меня не был дорожным, с собой я его не брала, а вышивала только дома, там вечерами, когда у меня выпадало свободное время. Вот. И еще, девчонки, у меня случился новый старт. Неожиданный старт, непланируемый вообще. И для меня, вот я же говорю, неожиданный. Посмотрела канал я как-то, да уже давненько. Канал называется Рита из Австралии. Девушка показывала отшив этого набора. Набор от фирмы Dimensions, у нее был оригинальный, называется «Отдых». У меня же он в запасах лежит, китайский набор. Ну, мне очень понравился. Я просто посмотрела ее, и у меня рука потянулась. Неожиданно, я же говорю, не планировала абсолютно ничего. Потянулась, достала и села вышивать. Повышивала я, если не соврать, дня 3. Дня 3 я его брала и вышивала. И сколько я вышила? Он у меня, конечно, большой. Большой. Посмотрите, какой будет большой сюжет. В оригинале я не знаю, насколько это будет. Ну, наверное, здесь больше. Я даже не знаю в оригинале, на какой канве он вышивается. У меня 14-я канва. И то, что я навышивала, это вот цветы гортензии. Я надеюсь, вам видно. И между ними я вышивала полукрестом. Вот это место у меня вышито полукрестом. Ну, так как Рита сказала, что в оригинале он вышивается крестом полным, только вот эти кусты гортензии будут полным крестом зашиваться. И основные действующие лица, вот эти вот дамы, дети, все люди, это будут зашиваться полным крестом. А все остальное это будет полукрест. И я решила тоже вышью так же, потому что посмотрите, сколько здесь неба, которые зашиваются полностью одним цветом. Ну, конечно, я сомневаюсь, у Dimensions такого, наверное, не будет. Это, конечно, копия, не знаю, что с этого выйдет. Ну, я думаю, будет неплохо. Конечно, до оригинала будет далеко, так как, видя вот это небо, которое зашивается полностью одним цветом, ну ничего, в общем, я его достала и начала вышивать.
Ну, в общем, если я его начала, то у него больше шансов будет быть вышитым. А так как я говорю, когда у меня есть настроение, я вышиваю по энтузиазму, и работа уже будет у меня двигаться потихоньку. Она у меня будет уже в процессах. Приятная, конечно, работа. Она мне давно нравится. И вот таким был стимулом, толчком. Именно было то видео, которое я увидела. Ну, а мы же все повторюшки-мушки. Нам же нужно увидеть и все. И я такое же хочу и здесь, и прямо сейчас. А так как у меня это уже есть, так почему бы мне не взять и не вышивать? Правда ведь? Правда. Вот. И я решила тоже взять его и повышивать. Покажу еще раз ближе. Вот, вышиваю я, вышиваю. Такой нюанс. Я вышиваю вечерами в основном. И при искусственном освещении, ну и сейчас я показываю, я тоже думаю, ничего не видно, так как и мне, и вам ничего не видно. Но вот этом вот в зеленом цвете здесь присутствует два цвета, два полутона. Немножко один светлее, другой темнее. Но когда я вышила, оно мне все вообще одинаковое. Точно так же и в этих вот розовых цветах гортензии здесь тоже два розовых цвета. Но они настолько одинаковые, я даже вам покажу. Вот я вышиваю, немножко, конечно, меня это тоже смущает, вот этот вот нюанс. Это у меня получается синий 21 и голубой 22. Вот, я вам покажу. 21 и 22. Вот эти два цвета по зелени. Вот, вам видно, что это цвета немножко разные, да? Вот немножко вот и я вижу. Сейчас я вижу, что вот этот вот 21 цвет немного темнее, а 22 светлее. Но когда я вышиваю это все, эти листики, которые вышиваются абсолютно рядом, то у меня это все сливается, я не вижу, я вижу, что это одно цельное сплошное пятно. Вот на этих кустиках. Вот он, этот куст. И здесь абсолютно все для меня одинаковое. Точно так же вот в розовых цветах. Розовые. Это получается 15 цвет. 15 и какой же еще? Наверное, рядышком сейчас посмотрю. Вот розовый. Вот этот и, наверное, 28. Вот они, два цвета. И я хочу тоже вам показать поближе. Вот так видно, что они вот немножко отличаются. Один немножко ярче розовый, второй припыленный такой. Но все равно в отшиве это получается тоже мне как один цвет, и я вообще ничего не вижу. Так тупо как бы вышиваешь все одним цветом. Может, это когда я еще спешу делать какие-то выводы, это все надо вышить, и тогда как-то оно заиграет, но для меня пока это просто один цвет. Вот тот же розовый. Хотя здесь два цвета. И в кустах в этих тоже два цвета. Ну ладно. В общем, как-то я так вышиваю, а там видно будет. Ну, уже я ничего не буду менять, естественно, никакие нитки. Все, что мне вложено, тем материалом я и пользуюсь. Вот. Что касаемо этого набора. Тоже буду его вышивать, когда придет ко мне натхнение, вдохновение. И буду над этим работать. Спасибо вам огромное за внимание. Кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите мне комментарии. Очень приятно видеть обратную связь. Желаю вам вдохновения, здоровья крепкого, самое главное. Творите, девочки, красоту и всего вам хорошего. Пока-пока.